только начинается. Насчет джипа что могу сказать? Вот здесь у нас крыша, чтобы посмотреть, как выглядит кратер Нгоронгоро. Я не удивлен, про меня забыли. Классные топули. Говоришь. Честно сказать, я не знаю, как мы здесь будем ночевать, потому что у нас даже нет забора. Тут маленькие львята, а там львы. Ну что, мои приключения еще не закончились. Я успешно поднялся на Килиманджаро. А сейчас я оказался в очень интересном месте. Да. Я приехал в город Арушу. И завтра меня ждет не менее увлекательное мероприятие. Я буду отправляться на сафари в 3 национальных парка на 3 дня и 2 ночи. Ночевать я буду в палатке. Я решил выбрать такой более экстремальный формат, более интересный для меня, чем ночевка в каких-то отелях или лонжах, или лаунжах, или как они там еще называются, да, здесь местные. Вот, посмотрим, что будет. Прогноз погоды ужасный, на всю неделю дожди. И вид с моего номера открывается такой вот. Увидимся завтра на сафари. Доброе утро. Сейчас жду машину, которая меня заберет на сафари. Вот у нас в отеле 4 человека, тоже с Украины. Вот, я думал, что они поедут со мной, но они едут на другое сафари, на другом транспорте. Вот такого плана джип, как стоит у нас через дорогу. Так вот выглядит Африканская улица. Да, на сафари, кстати, я отправляюсь на 2 национальных парка, а не в 3. Это Серенгети и Нгоронгоро. У меня будет 3 дня и 2 ночи, и я буду ночевать в палатке, как я и говорил. Слушайте, ну мои приключения только начинаются. За мной приехал водитель. Вот он приехал, оказывается, не на машине сафари. Потому что мы сейчас будем мчаться куда-то в джунгли, чтобы я смог присоединиться к другой группе, которая начала раньше. Да, они выехали вчера, у них 4-дневное сафари, а у меня 3-дневное. Поэтому он везет меня, мы тут учимся по улицам. Вот, учимся, чтобы догнать ребят. Ну что, я все-таки догнал свою группу. Вот так вот выглядит мой джип. Наш джип, мой джип, конечно, старенький. Посмотрим, что нас ждет дальше. Пока нас только 4. Вот. Это наш гид Питер. А вот еще девчонки пришли. Я еще хотел сказать по поводу одежды. Вот. Не заморачивайтесь на самом деле, потому что я вот заморочился, я одет. У меня типа рубашка такая, штаны, ботинки. Вот, я даже панаму купил такого же цвета, потому что в интернете пишут все, что нападают на ПЦЦ. Нет, я вам сейчас покажу, как выглядят люди в автобусе. То есть все одеты, лишь бы как. Любые цвета, темные, разноцветные. Вот. Но посмотрим, в принципе, пригодится ли мне это, потому что, ну честно, это отдельные вещи, которые нужно с собой тащить. Насчет джипа что могу сказать? Вот здесь у нас крыша, которая будет открываться. Можно будет подняться, смотреть по сторонам. Здесь у нас окна, они открываются. Здесь есть мешочек, ты можешь сложить свои вещи. Можешь положить чемодан вниз или рюкзак. Здесь у нас холодильник, а там сзади можно сложить вещи, как багаж. Вот так вот. У нас будет 7 человек. Там есть еще место рядом с водителем. Ехали где-то 5 часов, только приехали ко входу в город Нгоронгоро. У меня уже сложилось впечатление, как будто мы
Пол Африки проехали, да, Танзанию все точно. Сейчас мы где-то около 4 часов еще будем ехать по национальному парку Ngorongoro, и потом приедем уже в Серенгети. Там немножко покатаемся и будем, наверное, заселяться в наш кемп. Так вот выглядит вход. Вот так вот выглядит наша машина. Я вот сижу здесь. Надеюсь, что мне здесь будет видно хотя бы что-то. Мне, кстати, интересно, что там наверху. Я так и не знаю. Наша первая остановка. Мы поднялись на высоту 2300 метров, чтобы посмотреть, как выглядит кратер Ngorongoro. Ngorongoro, кстати, переводится как большая дыра. О, слушайте, довольно-таки красиво. Вообще, в принципе, джунгли очень красивые. Хотя вот прямо в центре национального парка, где живут дикие животные, ребята делают дорогу. Ну, в общем, круто, круто. Мне нравится. Мы сейчас в Серенгети, нас привезли в небольшое место, в принципе, небольшой ресторан, можно сказать, где можно перекусить. Там дальше столики, выдают сухой паёк в коробочках, проходишь туда, садишься, кушаешь. Здесь у нас находится уборная, женская, мужская. Машины останавливаются с этой стороны, с другой стороны. Кстати, самое интересное, что мы приехали оттуда, и по дороге буквально 3 минуты назад мы видели просто львов, которые лежали. Здесь нет ограждения, то есть вот. Что меня больше всего пугает, да? То, что ты здесь спокойно сидишь, кушаешь, и они могут прийти к тебе. Джипы, в принципе, все выглядят одинаково. Вот, мы уже подняли крышу, наш джип стоит там. Я пытался все-таки снять на камеру львов, но у меня не получилось, потому что они лежат, и даже если ты стоишь там, внутри, да, и смотришь сквозь отверстие, все равно ничего не видно. Вот все, что мы сегодня будем кушать. Какой-то пирожок, сэндвич, манго-сок, яичко, странная какая-то штучка, кекс и банан. Ладно, приятного аппетита. Слушайте, ну мы приехали. Честно сказать, я не знаю, как мы здесь будем ночевать, потому что у нас даже нету забора. Вот здесь вот сейчас выставляют палаточки. Вот. Сейчас за моей спиной это ресторан, где мы будем кушать. И все. С той стороны я видел антилопы. Ну, не знаю, конечно. Посмотрим, что у нас будет ждать ночью. Я надеюсь, что меня ночью никто не съест. Это прям какой-то новый жесткий опыт. Реально, здесь даже нету забора, честно. Мы только что видели шакала где-то тут в пару минутах езды отсюда. Вот. В общем, как-то так.
Сейчас посмотрим, как будет выглядеть моя палатка. Я решил, кстати, не изменять традициям после Килиманджаро и ночевать в палатке. Подумал, зачем же мне эти отели, прикоснусь к природе. В общем, прочувствовал Африку по-настоящему. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Вот наши палаточки достают. Каждая машинка везла свои палатки, да, то есть все привозят с собой. Я не удивлен, про меня забыли, мне дали чью-то палатку. Мне кажется, здесь живет какой-то парень, который ставит эти палатки. В общем, сразу хочу показать, что она здесь очень плохо закрывается. Я боюсь, чтобы меня ночью не съели комары. Ну и здесь внутри просто матрас, одеяло и белая подушечка. И рядом больше никого и ничего нет. Интересно. Вот так вот. И все. И рядом поле. То есть ночью меня реально может кто-то съесть. Я нашел дерево кактус. Никогда такое не видел, честно. Выглядит прикольно. Конечно, когда мы ездили в джипе, я, в принципе, видел такое дерево, но не так близко. А это прям вот рядом с ним стою. Огромное оно, конечно. Вот мой палец. Расскажу, что со мной было ночью. Честно, мне было очень страшно. Я безумно рад, что эта ночь закончилась, потому что, во-первых, в моей палатке была вода, мой рюкзак промок. Я боялся всю ночь, что я просто весь промокну, потому что вода все приходила, дождь никак не останавливался. Вот. Следующая проблема оказалась то, что когда закончился дождь, появились какие-то животные, которые ходили вокруг палатки. И у меня даже ночью палатка шаталась, да. Я боялся даже выйти в туалет. Честно, было очень страшно, потому что издавали разные звуки эти животные. И когда я утром проснулся, вышел на улицу, наш повар сказал, что вокруг наших палаток ходил лев и гиены. Ну и, в принципе, мы даже видели следы, да, этих животных вокруг нашего лагеря. Вот. Ну, в принципе, не знаю, что меня ждет сегодня ночью, потому что мы тоже будем ночевать в национальном парке в палатках. Я надеюсь, что хотя бы сегодня в Нгоронгоро, национальном парке, палатки и весь этот кемп хотя бы будет огражден чем-то, да, потому что здесь ограды никакой не было. Ну, в общем, опыт такой себе, честно, страшно, реально страшно, но, в принципе, я доволен, да, где бы я еще мог переночевать в настоящей дикой природе. Насчет палатки я еще хотел немножко добавить, что вот, в принципе, как она выглядит. Что же произошло-то на самом деле? Смотрите, кстати, вода все-таки внутри. Вот, моя коечка. Здесь есть две застежки, точнее, две защиты. Одна вот такая сеточная, да, а одна вот такая клееночная. Но вот эта вот клееночная, она заклеивается здесь снизу. Вот, ну и сеточная, соответственно, закрывается. Так вот, ночью, когда я заклеился, да, перед сном, она немножко отходила, и вот когда я спал, я проснулся от того, что кто-то прям дергает ее, да, я думал сначала, что это ветер, но кто-то пытался, видимо, может быть зубами, может быть ртом, там, непонятно чем, в общем, дергали, ну и вот, соответственно, что меня и начало пугать. Остальные палатки, в принципе, выглядят так же, вот. Ну и, как я говорил, что никакой защиты у нас здесь нету, ни забора, ничего. Вообще, я хотел еще прокомментировать утреннее сафари и несколько советов дать тем, кто собирается вообще отправляться на подобные мероприятия. Во-первых, одевайтесь тепло, да, потому что ночью было очень холодно. Я ночью спал в своем термобелье, в котором я поднимался на штурм вершины Килиманджаро. Вот. Будьте готовы к тому, что
вы будете смотреть на животных на достаточно большом расстоянии. Только иногда может повезти, и животные будут подходить ближе к транспорту. Будьте готовы к тому, что у вас в группе будут люди, которые привезли с собой профессиональные фотоаппараты, которые будут фотографировать каждую антилопу, каждую зебру где-то 25-30 минут, да? То есть это тоже нужно учитывать. Ну и самое главное, возьмите с собой бинокль, потому что, как я сказал, большинство животных достаточно далеко. Вот, и чтобы хотя бы как-то рассмотреть их, понадобится бинокль. И я вот сейчас добавлю видео, в принципе, как мы видели леопардов, да, сколько было людей, сколько было машин и на каком расстоянии, да, находился сам леопард, чтобы просто у вас было представление. Вот что бывает, когда на сафари видели леопарда. У нас здесь около 8 машин. Национальный парк и только один леопард. 8 машин и все приехали за ним. Приехали в Ngorongoro, Серенгети. Сразу могу сказать, что животных здесь намного больше, и находиться здесь намного интереснее и приятнее, чем в Серенгети. Как нам сказал наш гид, трава в Серенгети выше, чем в Ngorongoro, поэтому животных не так хорошо видно. Ну вот, а на самом деле их столько же. Ну, не знаю, я, наверное, с этим соглашусь, но насчет травы это правда. Вообще мы приехали в деревню Масаев. В Танзании их очень много, на самом деле, даже на Занзибаре есть. Но мне кажется, что вот это такой же более-менее реальный формат, не туристический особо. Почему? Потому что эта деревня находится в центре национального парка Ngorongoro, да? Мы сюда заехали во время сафари. Вот, с нас собрали символически $10 за осмотр деревни. Вот мы познакомились с самым главным предводителем, который разговаривает на английском языке. Кстати, нужно будет спросить его, откуда он это знает. Вот. Они, в принципе, живут посреди национального парка и контактируют каждый день с дикими животными, с дикой природой. Посмотрим, что там у них внутри. Интересно. Самое интересное то, что эти ребята до сих пор занимаются в основном скотоводством, да, то есть даже когда я проезжал по Аруши, Моши, Килиманджаро, мы видели их, видели, как они пасут коров, как они пасут коз, и как нам сказал наш гид, то, что они пьют молоко, кровь, едят мясо, а из какашек, из отходов коров они делают свои дома. Посмотрим, как это будет выглядеть внутри сейчас.
покажет, как они огонь добывают. Тут они делают всякие безделушки, можно купить, поддержать женщин. Самое интересное еще то, что он сказал, что они продолжают кочевать. То есть они не живут на одном месте, они кочуют в поисках воды. Ну а так здесь находятся пару месяцев и двигаются дальше. Внутри он завел нас, показал, как выглядит дом. Там внутри, в принципе, у них матрасы и шкуры коровы. Все внутри из акации. И посреди они делают огонь, разводят на ночь, чтобы было тепло и для света. В общем, он говорит, что вот это вот какахи этих коров, вот, потом это акация, а это просто трава. Классная топуля, говорит, что делают из колес от мопедов. Вот, интересно, где они столько колес берут, конечно, чтобы обуть всю деревню. Да, у всех вот такие тапочки, еще и браслет у него модно. Прикольно. Здесь внутри деревни нашел местяк такой интересный, спросил, что это. Они говорят, что они сюда загоняют своих овец, коров, там всю живность на ночь, прямо в центре деревни, и закрывают вот такими вот веточками. Интересно. В общем, нас повели в детский садик. Сейчас посмотрим, как учатся дети. Здесь есть доска, алфавит. Учатся. Ой, какой маленький там. И самое главное, это donation box. Мы положим деньги сюда. Прошли прогуляться с группой вокруг деревни и увидели вот такие вот бочки. И здесь, соответственно, забор такой же, как был внутри. И честно, ну, у меня сложилось впечатление, что это все один сплошной, конечно, туристический развод, но на самом деле, слушайте, ну они живут же в этих домах, они же пасут коров, у них же есть свой скот, да, но у них нет мобильных телефонов. Ну, в общем, живут и живут.
Ох, ну сегодня я думаю, что я буду спать спокойно, потому что здесь очень много палаток. Мы сейчас будем размещаться. Здесь мы будем ночевать. Это Нгора-Нгора, да. Вторая наша ночь будет в этом кемпе. Очень много людей, очень много палаток, несколько зданий. Здесь мы будем ужинать и завтракать. Здесь у нас готовят еду. Огромное красивое дерево. Наш джип. Ну вот, сейчас пойдем посмотрим, как выглядит моя палатка. И, кстати, там тоже большое красивое дерево, и с другой стороны тоже еще один кемп. Здесь у меня не так много шансов быть съеденным, хоть это радует. Слушайте, ну во всех, кстати, этих кемпах туалеты хоть цивильные. Я в прошлом не снимал. Все дела. Пахнет здесь нормально. О, душ. Ого. В прошлом не было. Вот. Краник даже. Слушайте, ну и туалетка. Прям шикардос. Ну это точно хороший кемп. Мне уже здесь нравится. Там внутри озера. Тут маленькие львята, а там львы. На видео, наверное, не видно. Был сильный дождь, промок спальник, промок матрас. Но слава богу, что хоть вещи не промокли. И в 11 часов вечера к этим палаткам пришло стадо буйволов, которое паслось прямо между этих палаток. То есть я проснулся от того, что над моей головой где-то вот через палатку очень тяжело дышал буйвол и пожевывал травку. Хотел подвести итоги вообще этого сафари, да? Сказать, что понравилось, что не понравилось. Во-первых, за 3 дня мы посетили 2 национальных парка. Один называется Серенгети, второй называется Нгора-Нгора. Читая интернет, все пишут, что Серенгети самый лучший национальный парк и самый популярный. Честно хочу сказать, что он мне практически не понравился. Возможно, это все зависит от времени года, когда ты его посещаешь. Но животных было очень мало. Ночевали мы в ужасном месте. Опять же, тоже зависит, где вы будете ночевать. Вот. Ну и пейзажи, в принципе, особо не впечатляют. Нгора-Нгора, во-первых, намного красивее. Мы видели огромное количество животных, мы даже увидели всю пятерку и увидели ее не только, да, часть Серенгети и часть Нгора-Нгора, мы увидели всю пятерку как раз Нгора-Нгора сегодня утром во время сафари. Если вы не любитель животных особо, как и я, да, не фанатеете от этого сильно, достаточно будет съездить только в Нгора-Нгора, может быть на 1 день или на 2 дня, чтобы прочувствовать вот эту всю экзотику, да, и переночевать в таких вот палатках. Но только, может, ради этого 1-2 дня максимум. 3 дня это бессмысленно, потому что со мной в группе были люди, которые фотографировали каждую зебру, каждого буйвола по 30-40 минут. То есть это, оно очень скучно. Я иногда прям засыпал. Вот. Ну и самое главное, сейчас февраль месяц, не знаю, ребят, в Африке очень холодно, одевайтесь тепло, потому что ночью я опять же сегодня замерз во время сафари, также было прохладно, да, я закрывал окна, закрывал крышу, вот, чтобы чувствовать себя комфортно и не заболеть. Вот. Ну все, увидимся, подписывайтесь на канал, в следующем видео встретимся с вами на Занзибаре.